Здравствуйте, я Анна, 51 год. Я не принадлежу к ЛГБТ-сообществу, и тем не менее, я категорически против принятия закона об ЛГБТ-пропаганде. Я родилась и взрослела за железным занавесом. Я очень хорошо помню то время оторванности от мирового сообщества. Оторванности прежде всего для меня в культурном плане. Из-за фальшивой идеологии тех лет, из-за регламента и цензуры. Сейчас мы возвращаемся в то время, и мне очень страшно. Что касается ЛГБТ-людей, то этот закон, он не сохранит никакие ценности, он никого не осчастливит и никого не спасет. Он развяжет руки агрессии, насилию, беззаконию. Это просто охота на ведьм. Будут сломаны чьи-то жизни, исковерканы судьбы, будут люди, раздавленные страхом, распавшиеся союзы, будут люди, уехавшие с родины. Я очень прошу, остановите это мракобесие, потому что кто-то его должен остановить. Спасибо. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Я гражданка России, а также закрытая лесбиянка. Я скрываю свою ориентацию от своей семьи, которая проявляет гомофобное отношение по отношению к таким, как я, а также их агрессия растет с каждым днем. Законопроект только усилит данную агрессию, что повлечет за собой множество разрушений в виде сломанных жизней, судеб и даже смертей. Прошу вас, не допустите подобного. В связи с моей ориентацией я регулярно сталкиваюсь с проявлением нетерпимости в обществе, оскорбления, унижения и пренебрежительное отношение к моей персоне. Считаю, что принятие закона о пропаганде ЛГБТ только усугубит ситуацию. Увеличится риск того, что они могут быть покалечены или даже лишены жизни. Все равны, вне зависимости от расы, религии, ориентации или вероисповедания. Меня зовут Алексей Сергеев, я живу в Санкт-Петербурге, и я открытый бисексуальный человек. Когда-то моя бабушка-блокадница говорила мне о том, что фашизм начинается, когда людей начинают делить на сорта. К сожалению, это мы наблюдаем сейчас в современной России. На прошлой неделе был принят гомофобный и дискриминационный закон Государственной Думы. Завтра, 30 ноября, скорее всего, практически 100% он будет задобрен Советом Федерации. Этот закон ухудшает жизни миллионов ЛГБТ-людей в России. Это действительно очень плохой закон, который не должен быть в демократическом, современном европейском государстве. Поэтому я призываю не принимать и не подписывать этот законопроект. Здравствуйте, Владимир Владимирович Путин. Я Полина, и мне 15 лет. Я трансгендерная девушка. В целях безопасности мне придется снимать это видео без лица, так как я живу в небольшом городке. Я хотела бы сделать свой протест новому закону о пропаганде ЛГБТ, потому что данный закон будет влиять на жизнь ЛГБТ-персон в негативном ключе. За свою жизнь я получила очень много оскорблений за мою гендерную идентичность. Я считаю это неправильным. Люди должны понимать, что эти люди, что мы тоже люди. Я прошу не принимать этот закон, потому что я хочу чувствовать себя в безопасности на родине. Незаконные и противоправные действия властей затрагивают уже интересы всех и каждого, и уже не косвенно, а непосредственно. Мы не поддерживаем законопроект против ЛГБТ-пропаганды, потому что это нарушение прав и свобод наших соотечественников. Мы же, как гетеропары, не сможем в полной мере общаться с нашими друзьями открыто. Будут недоговорки и недосказанности. Также ЛГБТ можно видеть практически во всем творчестве. А это фильмы, книги, компьютерные игры, картины. В общем, все, что нас окружает. Радугу в серый цвет не закрасить. Люди должны сами решать, с кем и как пройдут свою жизнь. И государство не должно лишать их этой возможности. Я Кэт, небинарная персона, пансексуал.
Неприятие ЛГБТК людей российским обществом не раз сталкивало меня с проблемами в общении, с насмешками, с неприкрытой агрессией на улице, трудностями на работе. У многих, как и у меня, было или остается тяжелым общение с семьей. Плевки посторонних — это одно, а вот ненависть мамы — совсем другое. Я просто хочу жить в мире с остальными людьми, не хочу прятаться, ожидать пинка из угла. Хочу быть свободным человеком. Данный законопроект повысит уровень ненависти, недоверия, преступности в стране. Он развяжет руки нетолерантным лицам, которые могут и угрожать, и преследовать, и калечить людей. А введение запретов для социальных сетей, СМИ и издательств не необходимы. Они ограничат их деятельность, повлекут огромные убытки, а главное, повысит уровень тревоги в обществе. Мы должны быть заодно, а не против друг друга. Мы все люди, мы не пропаганда. Представьте на секунду, что гетеросексуальность под запретом. Вы не можете взять любимого человека за руку, потому что вас могут избить или даже убить. Вы все чаще слышите негативные комментарии в свой адрес от прохожих. Ваша семья и друзья отворачиваются от вас, потому что вы не похожи на них. Единственное, что у тебя остается, это страх и тревожность. Вы бы сами смогли так жить. Мы просто есть. Мы никуда не денемся и не исчезнем. Мы будем бороться. И мы будем снова рождаться. Я считаю, что законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды среди всего населения увеличит агрессию и ненависть в сторону ЛГБТ-граждан России. Я сама пансексуалка, мы простые граждане, как и все. Я считаю, что этот закон, он нарушает права человека быть собой. Владимир Владимирович, как вы думаете, как много людей захотело изменить пол после просмотра «Джентльменов удачи»? И хотелось ли вам его поменять после просмотра этого чудесного советского фильма? Меня зовут Александр, мне 46 лет, и я трансгендерный мужчина. Почти всю свою жизнь я прожил в женском гендере, родив 2 детей, дал жизнь 2 новым гражданам Российской Федерации и вырастил их. Совершить трансгендерный переход для таких, как я, это условие выживания. Мои дети рады, что их мама больше не думает о смерти. Но мои дети боятся за мою жизнь, ведь в соцсетях открыто звучат идеи о том, что такие, как я, заслуживают смерти. Те, кто это высказывают, руководствуются ложными идеями о том, что общение с людьми ЛГБТ может нанести вред окружающим. Это не подтверждается научными данными. Принятие закона о запрете пропаганды ЛГБТ окончательно развяжет руки тем, кто ненавидит таких, как я, и спровоцирует волну агрессии и преступлений против людей ЛГБТ. Я прошу не подписывать этот закон. По профессии я преподаватель. На протяжении уже долгого времени я подвергаюсь психологическому и физическому насилию и преследованию только за то, что я лесбиянка. Новый закон о полном запрете ЛГБТ-пропаганды будет возбуждать еще большую ненависть в обществе и стигматизацию по отношению к ЛГБТ-персонам, тем самым превращая их в недолюдей с клеймом пропаганда. Человека можно будет привлечь только за то, что он есть. Я призываю вас не подписывать этот закон, так как мы люди, а не пропаганда. Я взрослый человек, и я могу осознанно выбирать то или иное в своей жизни. И я не хочу, чтобы мне это запрещали. Я хочу свободно говорить о тех вещах, которые меня интересуют. Я хочу свободно выбирать те фильмы, которые я хочу смотреть, и ту информацию, которую я хочу черпать. Я хочу свободно делиться этой информацией с людьми. Как о своем опыте, так и о том, кто я есть. И я не хочу, чтобы мне это запрещали. Давайте мы сами будем выбирать то, что нам есть, то, что нам пить, то, с кем нам общаться. И давайте не запрещать людям делать свой выбор. Если закон о запрете пропаганды примут, меня могут не принять на работу и не дать поступить в университет. Если закон о запрете пропаганды примут, мои одноклассники получат полное право травить меня и быть безнаказанными. Данные законопроекты антинаучные и поэтому должны быть отменены. Они содержат заявления, противоречащие современному научному знанию. Поэтому они позорят систему образования, они позорят систему власти, которая допустила, что подобные
заявления могут быть рассмотрены всерьез, я не могу полагаться на людей, которые принимают важные решения, основываясь на предрассудках. К сожалению, я не представлюсь и выскажусь анонимно, потому что уже сейчас быть лесбиянкой в России небезопасно. Позволяя себе жить обычной жизнью, без вранья, игры в прятки, я рискую потерять работу, быть избитой на улице или получить отказ в обслуживании. Принятие этого закона повысит уровень насилия и преступности, поскольку возрастет число тех, кто не видит в нас людей и готов переступить всякую грань человечности. Нас ждут новые сезоны охоты на ЛГБТ, убийства, нападения. Мы не можем разбрасываться молодыми и перспективными, при том, что власти сами признают сокращение молодого населения. Кроме того, формулировки в законе настолько размыты, что потребуется целая комиссия экспертов для установления каждого отдельно взятого факта пропаганды. Это приведет к огромным тратам бюджетных средств, что в условиях кризиса и инфляции недопустимо. Уважаемый Владимир Владимирович Путин, здравствуйте. Меня зовут Сабрина. Я трансгендерный и небинарный человек. Из-за ненависти к ЛГБТ-людям в российском обществе я пережила психологическое и физическое насилие. Я пыталась совершить суицид 3 раза. Законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды среди всего населения усилит агрессию и насилие по отношению к ЛГБТ-гражданам России. У нас появятся трудности во взаимодействии с административными и медицинскими учреждениями. Если вам важны демократия и права человека, не подписывайте этот законопроект. Мы люди, мы не пропаганда.